Друзья, всем привет! В этом видео я решила поделиться с вами одной мыслью, о которой думаю в последнее время, о том, почему, как мне кажется, сломались отношения, мы перестали встречаться друг с другом, мы перестали любить, создавать пары. Если вы видите ту же проблему, что и я, то присоединяйтесь, давайте немножко про это поразмышляем. И была такая интересная ситуация со мной, как раз-таки на этой неделе я встретилась со своими подругами, и мы, конечно же, обсуждали наши отношения, я там рассказывала про свой недавний опыт, они рассказывали про свой недавний опыт, и в какой-то момент я поняла, что одна из девушек, да, которая с нами была, моя подруга, она просто начала критиковать моего бывшего, да, и других моих мужчин, которые у меня были до этого, она тоже постоянно критиковала. Из разряда «вот, я же тебе сразу рассказывала, вот он так себя повел, он там red flag, там и так далее». Ну, короче, накидывает. И тут я в какой-то момент поняла, что, окажется, мы все так делаем сейчас. Вы заметили? То есть стоит нам начать с кем-то встречаться, или нам кто-то понравился, например, и что мы делаем? Мы сразу прогоняем этого человека по вот этим red флагам, green флагам, начинаем оценивать, окей, а если он так себя повел, что это значит, а если он себя так повел, что это значит? И я начала про это думать, как это вообще влияет на нас, как это влияет на любовь и на наши отношения. И знаете, к какой идее я пришла, что так интересно, да, то есть мы почему-то вдруг решили, что вот этот набор параметров, да, вот эти вот red флаги, green флаги, вот эта вся муть из социальных сетей, которая у нас прогоняется, она прогоняется обоюдно и на женскую аудиторию, и на мужскую. Я знаю, что у меня здесь на ютубе по большей части мужчины, и я вам так скажу, дорогие мужчины, что у вас абсолютно такая же ситуация. Вы можете мне сказать, да, вот женщины, они поменялись, они все теперь не хотят отношений, они хотят развода, потому что им промыли мозг там в этом инстаграме. Дорогие мужчины, вам тоже промыли мозг, абсолютно всем нам промыли мозг, касаемо того, что такое правильно, неправильно в отношениях. И когда, например, ко мне приходит клиент-мужчина, и, например, я приведу пример, да, там, влюбился в девушку, приходит со мной обсуждать, да, что же с этим делать, и он начинает, как он мыслит вообще, да, он мыслит, ой, кажется, я слишком там ее хочу, кажется, я уже влип, кажется, это все ничем хорошим не закончится, и так далее, и так далее. То есть он сразу навешивает red флаги, да, на очень бытовую, простую, обычную ситуацию, которая называется влюбленность. И в какой момент мы это вообще начали делать? Вы в курсе, что это вообще-то нормально в кого-то влюбиться? А вы в курсе, что это вообще-то нормально, что нам начинает нравиться человек, и мы начинаем быть зависимы от него чуть больше, чем от других? Например, нам очень хочется понравиться, быть лучше в его глазах, нам хочется сделать этому человеку что-то приятное, где-то подстроиться под него, это нормально, да, таким образом мы сближаемся, мы создаем вот это безопасное пространство, чтобы строить отношения, нам хочется, не знаю, быть лучше в глазах этого человека, мы зависим от его мнения о нас, да, мы зависим от того, захочет он с нами провести время или нет, нам может быть больно, если он вдруг обратит внимание на другого человека, да, и это все абсолютно нормально, это так устроена жизнь, так устроена любовь, точнее ее первая стадия. Но что делал клиент на сессии, да, он бесконечно себя критиковал, да, и навешивал вот эти вот red флаги, что типа, мол, все это неправильно, так нельзя, почему, кто сказал, что так нельзя. То есть, знаете, в какой-то момент, мне кажется, что случилась такая странная история, что саму вот эту зависимость от другого человека и уязвимость, да, в чем-то, боль, которую мы иногда испытываем в отношениях, мы почему-то вообще решили, что это red flag, а не нормальная часть вообще-то человеческих отношений. И кажется, я поняла, друзья, почему мы так делаем. Сейчас с вами поделюсь, да, что я заметила конкретно у себя, и поделюсь также мыслями, как мне кажется, что нам со всем этим вообще стоит сделать, если вы, например, и я, да, если мы с вами хотим встретить любовь, построить отношения, то есть во что нам нужно перестать верить и во что нужно начать верить. Так вот, почему мы начали вообще так делать?
То есть даже на примере с моим клиентом, что мы здесь видим, да, то есть когда мы влюбляемся в кого-то, да, как я уже сказала, мы начинаем чувствовать вот эту вот какую-то зависимость и уязвимость, что является нормальной частью отношений, любых отношений. И в этот момент, конечно же, поднимается тревога. Эта тревога, она есть абсолютно у всех, кто начинает что-то чувствовать к другому человеку. И эта тревога понятна, да, а эта тревога может быть о чем? О том, что, ну, наверное, есть риск того, что этот человек там, не знаю, обманет меня, да, либо сделает мне больно, либо как-то поранит мою самооценку, да, либо он окажется абьюзером, не дай бог, да, либо он меня использует, либо еще, вот эти вот куча вот этих историй из интернета, да, мы сразу их вспоминаем, вот, и нам хочется, в общем-то, сразу заранее все решить, да, и понять, насколько человек безопасен, либо небезопасен. И поэтому мы начинаем оценивать, да, то есть это, я так поняла, то есть как я сейчас понимаю, мы используем вот эти red флаги, green флаги для того, чтобы понять, насколько вообще мужчина достоин нас, да, и насколько женщина достойна нас и так далее. И возвращаясь к разговору с моими подружками, да, вот, например, взять вот эту знакомую, которая сразу сказала: Настя, я же тебе говорила, не надо с ним встречаться, там сразу все было понятно, там ты. Права ли она? Наверное, в чем-то она права. В чем-то она права, конечно. Вообще, в принципе, ни с кем нельзя встречаться в таком случае. Почему? Потому что, ну, как бы, мы все равно друг другу сделаем больно. Это 100%. Вот, сколько я работаю с людьми в терапии, сколько я работаю с парами, я тоже работала, и у меня у самой тоже там опыт отношений, и как бы разочарование в другом человеке, оно неминуемо, оно обязательно произойдет. Но это не значит, что нам не надо выстраивать эти взаимоотношения вообще, да, потому что если мы будем думать о том, что любые отношения закончатся, да, то мы тогда будем тотально одиноки в течение всей жизни, и у нас не будет отношений, у нас не будет даже вот этого опыта любви, влюбленности, да, обмена, где мы можем, как сказать, разделить свою жизнь с другим человеком. У нас просто этого не будет. И возвращаясь к тому, зачем мы это все делаем. То есть, по сути, смотрите, мы это все делаем для того, чтобы защитить себя и проконтролировать связь еще до того, как она возникнет. Да, потому что вот если вы сейчас проанализируйте себя, свое поведение последние несколько лет. И я сейчас, когда анализирую свои отношения с мужчинами, тоже там за последние несколько лет, когда у нас вот в топе вот эти были социальные сети, вот эта промывка мозгов там и так далее, то есть все смотрели эти рилс, я понимаю, что абсолютно все отношения, которые у меня были, по сути, заканчивались, знаете, вот чуть-чуть до вот этого момента, когда только-только все настоящее, серьезное начинается, да, что я имею в виду настоящее, серьезное? То есть, понятное дело, что мы все там в первые несколько месяцев немножко играем друг перед другом, мы пытаемся показать себя в лучшем виде, да, и мы пытаемся другого человека тоже в лучшем виде увидеть, услышать. И, то есть, как бы надеваем эти маски, это нормально. Плюс влюбленность, плюс гормональное какое-то притяжение. И вот мы начинаем узнавать друг друга, и мы как будто бы, знаете, приближаемся друг к другу все ближе. И вот есть какая-то черта, у каждого она своя, у кого-то эта черта, это типа уже второе свидание. То есть у всех вот эта емкость, она будет разная. Чем более ты хрупкий эмоционально, раненый, вот мужчины, дорогие мужчины, если вы быстро вот сливаетесь с отношений, это я про вас говорю, да, то есть чем более вы хрупкие внутри, тем быстрее вы будете сбегать из этого контакта. Чем больше у вас емкости, да, чем больше вы можете выносить себя в разных состояниях, другого человека в разных состояниях. То есть чем выше ваш уровень зрелости, тем глубже вы на самом деле можете войти в отношения с людьми, с женщинами в том числе, с мужчинами. Опять же, это возвращаясь к идее, почему психотерапия важна, да, сейчас. Для современного человека обязательно, абсолютно обязательно. Это вот мое мнение. Я сама лично в терапии уже больше 5 лет и понимаю, что без этого опыта я бы тупо не вывезла. И, конечно, та глубина отношений, которая у меня сейчас, она вообще как бы даже не сравнится с тем, что у меня было ранее. Так вот, нужна терапия, чтобы вот эту свою емкость увеличивать, чтобы вы глубже заходили в отношения, могли зайти. Потому что психике становится небезопасно, и вы как бы сливаетесь, да,
там, на второй встрече, на третьей встрече, после месяца отношений там, и так далее. Так вот, у каждого есть вот этот моментик. И я заметила, что и у меня в отношениях, да, предыдущих он тоже был, когда там, не знаю, встречаешься с человеком 3-4 месяца, и вот возникает вот этот момент, когда, ура, наконец-таки, мы сорвали все маски, мы уже там покомплектовали, уже про всех все понятно, вот эти вот плохие качества начинаем друг друге открывать, и тут вот все заканчивается. Да, заканчивается почему? Потому что, опять же, ну как бы вообще-то здесь это только начало отношений, когда ты наконец начинаешь другого человека видеть без идеализации таким, какой он есть. И только в этот момент настоящая любовь, она может начаться. Так вот, возвращаясь к этой вот всей нашей идее про red флаги и green флаги. Это все, конечно, прекрасно. И с точки зрения логики работает хорошо, что окей, у меня есть список параметров, я по этому списку параметров могу пройтись по человеку, отсеять, кого не нужно, кого нужно не отсеять. А в итоге-то что? В итоге что? Вы отсеиваете человека, вы еще тупо его даже не знаете, да, вот на первых встречах. По каким параметрам вы его отсеиваете? Это во-первых, да, во-вторых. Что я еще поняла? Мне кажется, тоже такая очень важная мысль, о которой я предлагаю нам всем подумать. О том, что отношения – это очень индивидуальная история, которая развивается между двумя конкретными людьми в конкретных обстоятельствах. И иногда ты абсолютно никак не можешь предсказать, как человек откроется именно с тобой в отношениях. Да, конечно, есть повторяющиеся паттерны там, и так далее, но тем не менее всегда есть некий индивидуальный опыт, есть всегда некое индивидуальное то, что рождается между вами. Потому что отношения – это не просто взаимодействие двух людей отдельных, да, со своими там характеристиками, опытом, какой они имели до этого, но есть еще нечто, что возникает между вами, да, и если то, что возникает, это хоть немножко похоже на любовь, на вот эту искренний интерес, влюбленность, да, то рождается что-то абсолютно третье, да, и на что будет похоже это третье, никто не знает об этом в начале отношений на самом деле. Да мы и потом даже не знаем, даже и в середине отношений тоже не знаем. Это как будто бы вечно меняющийся такой вот перетекающий механизм, какая-то сущность, да, в которой мы как бы входим абсолютно, как сказать, беззащитные, да, и не можем предсказать, к чему это все на самом деле нас приведет, да, потому что бывает абсолютно по-разному. Так вот, что же нам со всем этим делать? Давайте я поделюсь своими мыслями и то, к чему я пришла. Вот, возможно, вам тоже пригодятся эти идеи, и вы их как-то примените, да, относительно себя. Первое, что я поняла, я уже делилась этим на этом ютубе, что я вообще, в принципе, перестала смотреть какой-либо хоть сколько-то упрощенный контент про отношения. То есть везде, где есть какой-то набор как надо, или там какие черты самые важные в мужчине, какие черты самые важные в женщине, как нужно себя вести, как не нужно себя вести там, и так далее, какие отношения правильные, какие неправильные. То есть все это упрощение, да, это когда мы пытаемся из чего-то очень сложного, отношения – это очень сложная история, сделать, я не знаю, 2 × 2 = 4. Но отношения – это не 2 × 2 = 4. Так вот, я этот контент, в принципе, не воспринимаю, не смотрю. Для меня это не рабочая история, не хочу себе засорять голову, да, всеми этими правилами. Поэтому я просто это все пропускаю. Наоборот, я пытаюсь смотреть контент, который сложный, который усложняет представление о любви. Это, например, классическая литература, да, у нас огромное количество потрясающих книг, Достоевский, Толстой, да, они все писали про любовь, они все писали про отношения. Недавно я прочитала книжку «Униженная и оскорбленная» Достоевского, там тоже это очень, очень круто описано, очень круто показано. Да, там нет ответов конкретных, как вести конкретно вам в вашей ситуации. Эти ответы можно получить в терапии, но там есть что-то, да, вот когда ты читаешь, ты это просто на чувственном уровне понимаешь, что, ого, вот оно вот так вот, наверное, может работать, да. Поэтому книжки, фильмы, да, тоже здесь подходящая история. Момент касаемо отношений, про то, что я уже сказала, да, обратите внимание, это очень интересный момент, на каком моменте обычно обрываются ваши отношения или на каком моменте они заканчиваются. Потому что это на самом деле может говорить не только о партнере, о другом партнере, о том, что он вам не подошел, или он там слился, или что-то еще там с ним. Да? То есть, может быть, у вас отношения, они в принципе даже не доходят до точки «я нахожусь в отношениях». У меня тоже был такой опыт, когда это было там, мне кажется, после моего развода, когда, то есть отношения заканчивались, знаете,
когда отношения не то что не заканчивались, да, они даже не начинались вообще. То есть это было какое-то легкое приближение к человеку, да, как какой-то интерес, но мы там то ли дружили, то ли не дружили, вот, и так к отношениям ничего не переходило, да, то есть тогда моя готовность к отношениям и моя емкость, она была вот на этом уровне. Вы смотрите, как у вас сейчас, да, то есть на каком моменте, то есть насколько близко вы другого человека вообще к себе можете подпустить, вот, потому что на самом деле, в конечном итоге, я думаю сейчас, что отношения получаются и будут получаться у того человека, который не боится быть увиденным другим. Потому что отношения это про что? Это про близость. Про близость. Когда мы начинаем другого видеть таким, какой он есть, и когда этот другой начинает видеть нас таким, какой мы есть. И вот эта вот тревога, что, ой, я буду увиденным, она и не дает нам приблизиться к другому и, собственно говоря, эти отношения начать. Вот, попробуйте ответить на вопрос, в какой момент эта тревога возникает у вас. И третий момент, да, тоже, опять же, возвращаясь к этим green флагам и red флагам. Очень часто вот эти вот red флаги, грубо говоря, да, по которым мы пытаемся отсеять других партнеров, в глубине, на самом деле, вообще не про ред-флаги этого партнера, да, а про некоторые качества, да, или какие-то характеристики в нас, которые мы сами себе не принимаем, мы их ненавидим, мы хотим от этого избавиться, и таким образом, через постоянное отфутболивание другого человека, да, мы пытаемся это сделать. Давайте приведу пример. Например, вы отсеиваете женщину, потому что женщин, в принципе, по признаку, что они все меркантильные. Ну, вот так вот. Случайным образом получилось, что вас окружают только меркантильные женщины. Так вот, попробуйте познакомиться со своей меркантильной частью, да. Есть ли она у вас, что вы о ней думаете? А часто ли вы ее видите в себе, да? Есть ли там стыд, есть ли там чувство вины и так далее, да? То есть это будет супер полезно. То же самое, например, если вы девушка, вы постоянно видите в других мужчинах какую-то манипулятивную часть, что они все используют, они такие вот только хотят переспать и все. Так вот, я бы задала вопрос этой девушке, да, а что она думает про свою вот эту вот часть, да, где она хочет использовать другого, а именно использовать мужчину, что она думает о ней и какое у нее вообще отношение со своей вот этой вот манипулятивной частью. Вот, и вы видите, что в конечном итоге на самом деле отношения с другим человеком по большей части это отношения наши с самим собой. Вот, чем глубже мы себя знаем, чем лучше мы себя принимаем, чем более окей нам, с нами самим, да, разным, в том числе и плохим, в том числе и каким-то неприглядным, да, в том числе и с нашими ред-флагами, тем нам будет окей и с другим человеком, и с его грин-флагами и ред-флагами. И только в этом случае у нас возможна любовь. Вот такой у меня получился выпуск, дорогие друзья. Пишите ваши вопросы, что вы думаете, какие у вас вообще вопросы касаемо отношений и любви накопились за это время, да, пока был перерыв у меня на ютубе. Предлагайте идеи тем, да, буду рада, да, тоже с вами на следующих видео поболтать.